Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что ждет? Неожиданности и сюрпризы недели с 14 по 20 октября. У нас сегодня несколько колод. Карта цыганского пасьянса, колода поддержки патронажа ангелов и колода оракульная. Спроси совет у ангелов. Мы спросим советы и достанем карту в самом конце расклада. Но вначале давайте узнаем на маленьких картах с их рандомными значениями неожиданности и сюрпризы. Больше, конечно, этот пасьянс раскрывает событийный ряд. После мы и дополним на картах Таро, раскроем значение, чего это может касаться. В принципе, для вас вы знак зодиака стихии Земли. И у нас сейчас Уран в Тельце, поэтому знаки как раз зодиака стихии Земли могут испытывать как возврат к прошлому или какой-то прежней ситуации, где вы должны сделать определенный итог. И Уран в Тельце, Уран — это планета перемен, каких-то новых революционных решений, когда порядок будет меняться. И для вас, мои дорогие козероги, дважды это важно, потому что это последний заход Плутона в ваш знак зодиака. Планетарно же обещают нам, что больше ясности наступит где-то в ноябре или в самых первых начальных числах месяца, или ближе к середине. Но уже 20 числа Плутон перейдет из вашего знака в знак Водолея. 19 ноября это будет прощание. Поэтому, если что-то до конца вы еще не прояснили, ну, проявите терпение. Бывают те факторы, которые... вот мы не можем быстро так решить или что-то согласовать. Иногда это связано с документами. Есть регламент, подождать 5-10 дней, да? Поэтому и есть, значит, те вопросы, которых не следует торопиться. Но и бездействие не самый лучший метод, это точно. С чем-то вам дается этот период разобраться. И я бы сказала, как будто специально для знаков зодиака Земли и воды. Плутон делает вот этот последний реверанс в ваш знак Козерога. Смотрим, пока с вами говорю. И смотрю, что у вас совпало. Есть какая-то прочная связь, прочный союз, надежный союз, отношения какие-то. Может быть, и какие-то контакты. И здесь сразу, может быть, у каждого по-своему. Для кого-то эта связь будет означать партнерские отношения по работе. То, что вы хотите согласовать, может быть, или как-то продолжить новые методы какие-то или новые возможности для себя. У кого-то это личная жизнь. Это то, что для нас искренне важно. Смотрю, что у вас еще совпадает. Ну, значит, есть какие-то еще и сомнения. Помимо вот этого узла, прочная связь, у вас выпадает еще значение черепа. С одной стороны, череп – один из древнейших символов мудрости. С другой стороны, в этом пасьянсе это внутренние переживания. Это вот когда, знаете, мы внутри самих себя где-то диалог такой внутренний проводим. Получится, не получится. Смогу я это осуществить или нет? Или как поведет человек? Или удастся мне осуществить какое-то дело? Поэтому сомнения, конечно, нам не добавляют ясности. Берегите себя, мои дорогие. И нам говорят, вот если по части личной жизни, не сомневайтесь в партнере. Нам про любовь, лебедь, любовь, взаимные чувства, верность, согласие, да, что-то вот такое доброе, хорошее, счастливое. Для тех, кто один или одна, подумать, выйти из одиночества. Может быть, для кого-то из вас это отношения на расстоянии, правда. Вы тут что-то очень много думаете. Помимо вот череп, мы сказали, так есть еще и цепи, это сердечная тяжесть. Может быть, для кого-то это как прошлое какое-то, которое вас буквально держит. И тогда, поверьте, в ноябре будет очень много перемен, и как будто больше легкости, больше вдохновения, больше возможностей. Ведь когда Плутон будет в знаке Водолея, это индивидуальность, это раскрытие индивидуальности совершенно в новом ключе. Да, с этим будут сопряжены еще какие-то и внешние события, обстоятельства, но
Что череп значение, что вот эта сердечная тяжесть. Вообще-то это ни о чем. Это эмоциональное внутреннее состояние, которое нам попросту может мешать. Словно направляет нас в одном каком-то, ну, фарватере. А нам как раз нужно использовать больше возможностей. У вас выпадает сердце, любовь. Кто-то может начать сомневаться в партнере по той или иной причине. Кто-то к вам с любовью, а у вас, например, сомнения. Кто-то может проявлять знаки внимания для вас, мои дорогие. Или это вы. Вам есть интересный человек, с которым вам хочется продолжить взаимоотношения. Есть еще и деньги, получение конкретно денег или решение тех или иных финансовых вопросов. У кого-то даже, знаете, вот эти переживания или сердечная тяжесть именно по части финансов. Получу, не получу. Или каким образом, может быть, те или иные платежи совершить, могу сказать, как будто вы найдете и способы, и методы, и деньги придут. Все же выпадают конкретно деньги. Давайте мы немного проясним и спросим на картах Таро, что вам придется организовывать или адаптировать, мои дорогие козероги. С чем это может быть связано? Много эмоций на этой неделе, причем много сомнений. Карта ночного кошмара называют девятку мечей, и это опять же то, чего нет. Это те эмоции, которые мы перенесли в реальную жизнь, а нам говорят: открой глаза. То, что ты себе надумал, а оно совсем все обстоит по-другому. Да, это некоторая перестройка от ваших методов прежних к каким-то новым возможностям. Но если мы говорим, что вам уже что-то как будто мешает, то самое время быть реалистом. И вот адаптировать или принять хотя бы то, что жизнь не бывает полностью предсказуема. С одной стороны, не пытаться использовать какие-то прежние методы. Или самому себе думать, что вот как я поступал прежде, кстати, кто-то оценит мой труд, например. Здесь может быть вот это внутреннее состояние беспокойства из-за того, что вы ожидали увидеть какой-то один эффект от проделанной работы или от вашего участия. А здесь оно, ну, не получило должного отклика. И у нас это заканчивается какими-то вторичными волнениями. А нам говорят, если к тебе человек, к примеру, не проявился с той долей эмпатии, как ты ожидал, а все равно как будто вот тройка кубков нам говорит о празднике и о том, что мы должны, возможно, выстроить отношения как-то по-другому или в других энергиях, в другом ключе. Сама по себе дружба именно в этой колоде карт. Поэтому, может быть, это вы хотели, чтобы человек как-то проявлялся к вам особым образом, но он, может быть, холодность некоторую испытывает, или вы вдруг по какой-то причине начнете сомневаться, тогда примите во внимание, у человека тоже могут быть проблемы, о которых он вам не расскажет. И вот этот элемент скрытности вам всего могут не рассказать. Иногда по тройке кубков идут, увы, и отношения третий лишний. И тогда нужно какую-то реальность увидеть. Мы спросили, что организовать или что адаптировать. Самому адаптироваться к какой-то реальности. Так или иначе, быть реалистом стоит. И, может быть, если вам нужно разобраться, с кем я остаюсь, если у вас есть еще не один партнер, а двое, или вы как на выборе стоите, может быть и так. Или ваша кандидатура. Увы, тоже такой своеобразный выбор. А здесь тогда карта нам может говорить: не отказывайся от отношений, продолжи хотя бы как дружбу, но будь при этом реалистом. Но для кого-то из вас согласование и по работе. Но знаете, вот как будто правда есть человек или какое-то дело конкретное, которое касается денег, который будет иметь доброе продолжение. У кого-то из вас поиск денег может быть, и вот эти внутренние страхи, сомнения именно по части, смогу ли я осуществить какой-то финансовый вопрос по работе
или получить заработанные деньги, но по каким-то причинам платежи не идут. Такое тоже может быть, или не проходит, или, ну, есть какие-то детали, нюансы, может быть, нужно собрать пакет документов. Тут ведь тысяча каких-то вариантов. И, мои дорогие, вам кто-то может прийти на помощь даже дважды. Потому что, когда выпадает рыцарь земли или рыцарь пентаклей, назовем, это тот человек, который в нашем окружении присутствует. И он может как субсидировать или где-то выручить нас деньгами конкретно, чтобы мы осуществили, к примеру, какой-то платеж, или каким-то образом помочь. Может быть, каким-то дельным советом, ведь это тоже очень важно. Но часто это своего рода марафонский забег, когда нам придется что-то продолжить, уделяя внимание деталям. Поэтому, посмотрите, вот это вы так можете видеть в мрачном свете, как в ночном кошмаре. А на самом деле дела обстоят совершенно по-другому. В чем ваша сила? Давайте узнаем. Дорогие козероги, в чем ваша сила? Выбор какой-то нужно делать, и причем выйти вот из этой путаницы. Конкретно путаница какая-то может быть, которую вы устраиваете сами себе из-за ненужных эмоций. Будьте реалистами, видимо, в этот период времени, в эту неделю, и тогда вы будете уже более сильными. Итак, в чем ваша сила конкретно? Это где-то ваша энергия, потому что так у нас выглядит иерофант, когда мы все делаем по закону. Бумаги идут именно по закону, все согласовывается с традициями, с принципами, может быть, даже какими-то, которые приняты менталитетом в том обществе, где вы проживаете. По этой карте мы соблюдаем, как и закон, порядок, какую-то систему иерархии, и в этом тоже ваша сила. Но тогда не нужно сомневаться, а значит дополнить какими-то знаниями. И, кстати, рыцарь Пентаклей, он прилежный ученик. Он как раз какой-то вопрос детализирует и видит, где что могло застрять, каким образом взаимодействовать или что переделать, чтобы что-то было продолжено. И что-то подобное вам предлагает карта Иерофант. Если вы сами, мои дорогие, преподавательский состав, часто мы по этой карте и учимся, но и вы можете учить кого-то. Так вот, если вы относитесь к преподавателям, вы можете сделать головокружительную карьеру, как будто в этом ваша сила. К вам будут обращаться, мои дорогие козероги. Для всех остальных это тоже вы можете быть своеобразным консультантом, потому что козерог, вы всегда, знаете, как символ надежности, это правда, в нашем турбулентном мире. И, может быть, у вас у самого или у самой кошки на душе скребут, а тем не менее, ваша сила, вот в вашей как раз-таки силе, в вашей стабильности, в вашей надежности. И, может быть, вот в этом хаосе как раз отстроить порядок какой-то. Опять же, это будет ваша сильная позиция. В статусе, по сути дела, ваша сила. Правда, учиться как будто чему-то придется. Тройка земли мы сдаем, как и жизненный экзамен, разбираясь с теми или иными вопросами и готовы учиться дальше. Нет статики, есть определенный прогресс, который требует от нас новых методов, для кого-то конкретно изучения или буквально сдачи экзамена. Может быть, курсы какие-то у вас завершаются, и вы теперь уже сдаете заключительным аккордом этот экзамен, и теперь вы более востребованный специалист. У кого-то может быть экзамен по вождению, ну, значит, вам для вашей работы, для вашей деятельности в последующем это тоже вы будете более востребованы. Сильнее как будто становятся ваши позиции от обучения. А может быть, вот как жизненный экзамен, есть тот вопрос, который нужно решить рационально, с учетом закона. И тут не время вообще для эмоций. Давайте спросим, что ждет на работе. Ведь у вас сильная позиция. Но почему-то козерогам, знаете, как мне кажется, или я так чувствую, и совсем не в том направлении, куда нужно. Что ждет на работе? Может быть, это из-за своеобразной усталости или, опять же, правда, по пятерке воды, когда это, знаете, состояние апатии, когда мы не получили должного отклика. Или мы где-то совершили, может быть, оплошность и начинаем себя костерить до бесконечности.
А карта нам говорит, вот обратите внимание, очень красноречиво, и как будто ангел за спиной у девушки. Ну, подумаешь, 3 разлитых кубка. Это не конец света, это не есть что-то значимое. На столе стоят еще 2 и полный пакет молока. И нам опять же говорят, открой глаза, мои дорогие. Вот есть какая-то реальность. Вот эти эмоции, видимо, они могут накрывать. И посмотрите, все карты нам где-то перемежаясь, вот это значение пытаются донести до вас. И здесь у нас с закрытыми глазами, и здесь с закрытыми глазами. Да, я понимаю, может быть, ситуация на работе такова, что что-то вот ну совсем не получилось. Но значит, есть новые возможности. Или для вас что-то передумать, переделать. Есть опять же как раз какая-то в чем-то ваша сильная позиция, понимаете? Если это каким-то образом, дела мы спросили, или на работе. Дела я имею в виду здесь и документы, или какие-то важные согласования, например. И я могу допустить у кого-то с позиции личной жизни, тоже ведь такое может проиграться. Я всегда хочу напомнить слова Клаудио Пинейро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Значит, если видите рационально, ну да, что-то не сработало, ну и ладно. Держите баланс. Вот посмотрите, старший аркан. Контролируйте сами себя. Вот опять же, об этом нам говорят. И будьте готовы к компромиссу. Вот только мы с вами рассмотрели. Значит, примите во внимание. Есть такая фраза, когда закрывается одна дверь, неизбежно открывается другая. Но мы ее часто не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Держите баланс, мои дорогие, и вам это буквально помогает. Как выйти из патовой ситуации, так и для себя. Посмотрите, вот она была 5, разочарование. А на кону что-то одно закрылось. Ну и ладно, скажите. А перед вами 9 кубков. И эта карта, кстати, денежная. Это какие-то новые желания, решения. Мечты сбываются. Карта счастья. Конкретно так прописано. А еще эта карта самодостаточности и новых возможностей. И поэтому вот ту фразу Клаудио Пинейро, она к вам очень активно проигрывается. Или возьмите ее себе как жизненный девиз. Что ждет в личной жизни моих дорогих, любимых козерогов, надежных людей? Ну вот понимаете, насколько эмоции мешают. 5 жезлов. Эту карту я еще иногда называю информационного хаоса. Или вот здесь она конкретно прописана, карта конфликтов. Когда кто-то с нами не разделяет мнение. Когда кто-то либо не разделяет наше мнение, наши позиции, или пытается на вас воздействовать таким образом, что настаивает на своем, пытается вас к чему-то склонить. Увы, по этой карте проходят еще эти люди ненадежные. Вы могли столкнуться с таким человеком, который утром пообещал, к вечеру он о вас забыл. Вы бы сами так никогда не поступили. Но примите к сведению, что а все остальные поступить могут. Не все вот в такой надежно стабильной энергетике, как у вас, мои дорогие козероги. Большинство людей пытается манипулировать. И вот где-то вот эта вот картина проходит по 5 жезлов, когда мы не можем на что-то рассчитывать. Или, может быть, был какой-то конфликт. И поэтому мудрым быть определенно стоит, но не зацикливаться какую-то информацию. Может быть, есть смысл как дополнительные звенья найти. Или сначала разобраться, что есть по факту с каким-то вопросом. С учетом тех вот значений, которые нам выпали уже по пасьянсу. Знаете, тут могут пройти просто-напросто сплетни. Когда о вашем человеке или о ком-то, кто вам близок, интересен, ну, как знаете, обрастает персона какими-то слухами. И тогда нам говорят, не слушай, имей свое мнение. Что ждет в личной жизни? А вот посмотрите, тут это вы, король земли, король пентаклей. И это карта любящего, не просто любящего, а такого доброго, искреннего человека, который готов прийти на помощь, который готов где-то взять ответственность на себя, который готов
ну, помочь кому-то реализовать тот или иной проект, но у него у самого очень сильная позиция. Поэтому у вас, правда, сейчас сильная позиция. И если кто-то с вами по какой-то причине, по каким-то мотивам не согласен, с одной стороны, нет смысла что-то доказывать, тут есть смысл себя сохранять. Может быть, и сохранять отношения. Для кого-то из вас, знаете, вот это как действительно либо информация, либо какая-то надуманность. Может быть, как и по человеку, так у кого-то и по работе. И когда эту мысль невозможно оставить на работе, нет, мы ее приносим домой. И дома начинаем опять буквально додумывать, и в результате у нас уже бессонница. Ведь инсомния идет по этой карте. И поэтому отделить зерна от плевел в любой сфере жизни задача номер раз у вас, мои дорогие козероги, на этой неделе. Что еще ждет в личной жизни? Смена статуса. Посмотрите, карта императрицы. Что может быть лучше? Король Земли и императрица. Для кого-то тут пара восхитительно прекрасная. И изменение статуса на кону. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это ваша такая позиция. Для кого-то, если это перекладываете на себя, актуально для вас, актуально по возрасту. Я жду ребенка. И вы что-то будете согласовывать, обустраивать дома. Меняется ваш ритм жизни, может быть, меняется, это для всех уже, меняются, ну, какие-то график работы, и вам это тоже каким-то образом придется увязать, к примеру, с вашей личной жизнью или с семьей, с близкими, родными. Но карта императрицы – это символ нового «я». Поэтому, посмотрите, вот как вы можете видеть четверка воды, да, у нас четверка кубков, а в результате мы можем, благодаря балансу, получить девятку кубков, карта самодостаточности, карта изобилия, процветания. Есть и по части личной жизни какой-то информационный хаос или недостаток взаимопонимания и конфликт, а в итоге король Земли и карта императрица. То есть вот на самом деле что-то выглядит и есть на самом деле по-другому. Но по какой-то причине именно внутренняя, какая-то ненужная совершенно философия вас сбивает с пути истинного. Финансы. Хотя про финансы нам уже сказали. И финансы какие-то новые возможности дают. Это карта заслуженного успеха. Для кого-то это может быть переезд, поездка. Может быть, какая-то сделка и сорвалась, кстати. Значит, будет еще лучше, мои дорогие. Может быть и так. Значит, будут еще какие-то возможности. Может быть, поэтому нам несколько раз сказали, будь готов учиться или изучать конкретный вопрос, детализировать его. В этом ваша сила где-то. Помните об этом. И здесь у нас вообще нам предлагают перевернуть страницу собственной жизни и написать как новую главу. По этой карте мы куда-то отправляемся. Может быть, вот эта поездка совершенно необходима для того, чтобы вы прояснили какой-то вопрос. У кого-то может быть смена работы или дополнительные способы заработка через интернет, когда, может быть, вы не можете одно свое основное место работы оставить, но понимаете, что по деньгам явно есть пролапс. Значит, тогда много технологий, или, может быть, вам уже что-то интересно, когда вы задумаете собственное дело. Или вы будете изучать IT-технологии таким образом, чтобы уметь дополнительно зарабатывать посредством интернета. Почему-то говорю, часто по шестерке воздуха всегда и проходят IT какие-то технологии или то, что с интернетом связано. Ведь это пространство, воздух, эфир, интернет. Поэтому здесь могут быть какие-то новые возможности совершенно. Будьте внимательны. Как будто и финансы-то вот как раз они будут, нам об этом несколько раз сказали. Но ваша задача сделать из этих финансов как какую-то инвестицию в себя. Давайте карту совет достанем, узнаем, что раскроют нам карты. Какой совет вам дадут ангелы, мои дорогие козероги? Должны быть какие-то мирные решения, мирные соглашения или мирные разрешения конкретной ситуации. Мы с вами говорили, как у кого-то и конфликт, или это может быть на эмоциональном уровне, когда вы, вот вам так кажется, или вы как-то намеревались получить, ну, какую-то взаимную отдачу,
и что-то вас где-то несколько ранило, или не получилось что-то сделать должным образом, тогда не стоит на этом зацикливаться. Тут нужно идти вперед, мои дорогие козероги, потому что иначе, посмотрите, какое прекрасное будущее показывают карты. И где-то ведь этот вот карта заслуженного успеха, продолжение, пусть на финансы выпало, но это затрагивать может все сферы жизни. Но для этого нужно новые методы, новые возможности. Поэтому не закрывайте глаза на что-то. Именно не закрывайте глаза в плане той реальности, в которой вы находитесь. Рационально что-то передумать, но сделать это все без эмоций. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Здесь, правда, может быть смена статуса, вот, потому что по сильной позиции вам выпадает иерофант, а в конце карта императрица. Вы на пороге больших перемен, которые по судьбе.